Здравствуйте, господа. Начинаем сегодняшний вебинар. Он называется «Здоровье в фокусе». Вебинар с Андреем Дуйко 4 июля. Вебинар называется «Гастрит, гастроэзофагиальный рефлюкс, неспецифический язвенный колит». Сегодня я дам свои рекомендации, а также отвечу на те вопросы, которые вы задаете. Здоровым быть легко, поможет вам Андрей Дуйко. Итак. Наблюдение МОН-ЭЗ. Здравствуйте. Что из ТФ дать ребеночку от запора, непоседливости и плакливости? Смотрите, и запор, и непоседливость, и плаксивость связана, скорее всего, с невозможностью контролировать действия у вашего ребенка. Дело в том, что это все очень похоже на синдром низкого содержания в мозге гамма-аромамасляной кислоты и гамма-аминомасляной кислоты. И гамма-аминомасляная кислота, она влияет на серотонин, который в свою очередь влияет на желудочные секреты или желудочные гормоны, которые в свою очередь приводят к тому, что повышается кислотность и ухудшается общее состояние. На какие гормоны? Скорее всего на секретин. Потому что секретин, он является блокатором соляной кислоты, регулируется серотонином. И, как правило, если у ребенка появляется синдром, который связан с недостаточностью гамма-аминомасляной кислоты, правильно, да? Гамма-аминомасляной кислоты, ГАМК, то это приводит как раз к одновременным симптомам того, что у ребенка появляются и запоры, и проблемы со сном, и проблемы с концентрацией, и невозможность слышать воспитание, и невозможность подчиняться каким-либо указаниям. Выглядит это приблизительно так. Если у ребенка есть проблемы с уменьшением гамма-аминомасляной кислоты, то у ребенка отсутствует восприятие мира и тормозящие элементы. Гамма-аминомасляная кислота, она связана с торможением физической активности и торможением психической активности. Так ребенок, у которого есть дефицит гамма-аминомасляной кислоты, обычно не может остановить себя для того, чтобы не сделать что-то. То есть это выглядит так. Если одинаковые дети, одни выглядят как невоспитанные, то есть под влиянием эмоций, под влиянием каких-либо действий внешнего мира, они начинают вести себя некультурно, неадекватно. Это все говорит о том, что у них есть дефицит гамма-аминомасляной кислоты. Ну и одновременно гамма-аминомасляная кислота, она может помочь с непоседливостью, и с плаксивостью, и с запором, так как это все в комплексе как раз и контролируется гамма-аминомасляной кислотой, серотонином, также секретином, гастрином. Этим всем руководит наш серотонин. И именно поэтому используйте препарат ГАБА для ребенка. 1 таблетка 2 раза в день, желательно перед сном. Желательно за 4-5 часов первую таблетку до сна и перед самым сном еще 1 таблетку. Это поможет ребенку полноценно спать, не просыпаться ночью. Ребенок будет более сконцентрированным, улучшит общие его когнитивные функции мозга. Вот, пожалуйста. Огромное спасибо за вашу признательность за ваш препарат Savpalmetto. Даже после марафона по здоровью женское здоровье не порадовало меня так, как сейчас. Да, действительно, препарат Savpalmetto очень рекомендую женщинам, у которых есть проблемы, которые связаны. Первое, миомы, эндометриоз, проблемы с задержкой месячных, то есть проблемы аменорея или дисменорея. В этих всех случаях я рекомендую использовать данный препарат. Он в действительности очень улучшает женское здоровье. Как ни странно, это один из его таких нетипичных, можно сказать, побочных эффектов. Андрей Андреевич, ну что, давайте
вначале поговорим о гастритах, так как я сегодня хотел поговорить о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Очень много людей меня слушают и смотрят. Как правило, уже на второй день после проведения такого вебинара данный вебинар просматривает от 10 и больше тысяч человек, что говорит о том, что данная тема или данные темы, они достаточно интересны для вас. Поэтому я решил связать их еще и с, наверное, медицинским обоснованием или медицинскими правильными выводами, которые связаны с данными заболеваниями. Многие люди имеют заболевания желудочно-кишечного тракта, но очень часто их не могут диагностировать. И когда они начинают произносить холецистит, или гепатит, или колит, или гастрит, то не могут объяснить, что они на самом деле имеют в виду и что это за заболевание. Давайте несколько слов я об этом скажу. Итак, что такое гастрит? Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка. Для гастрита характерны боли в эпигастральной области. Это тошнота, рвота, изжога, отрыжка, нарушение стула. Как правило, нарушение стула более в жидкой форме, диспепсия, несварение желудка. Также пациенты могут отмечать ухудшение общего состояния. Это сонливость, усталость, изжога, тошнота. Кстати, укачивание в автомобилях — это очень часто является следствием как раз гастрита. Гастриты бывают с пониженной секрецией и с повышенной секрецией. При пониженной секреции гастриты, как правило, проявляются в виде при пониженной кислотности гастриты проявляются в виде эзофагиального рефлюкса. Это когда все содержимое, которое находится в желудке, может вбрасываться в сфинктер Оди, открываться сфинктер Оди и вбрасываться в пищевод. Это в дальнейшем приводит к появлению галитоза. На сегодняшний день говорят о том, что одной из разновидностей кариеса и вообще принципиально заболевания зубов и зубной эмали как раз связано с тем, что у человека появляются гастриты. То есть всегда на фоне гастритов, как правило, с пониженной кислотностью, я объясню почему, происходит отгибание сфинктера желудка в пищевод. Это все приводит в дальнейшем к эзофагиальному рефлюксу. При гастрите с повышенной кислотностью, как правило, он связан с токсикоинфекцией, которая находится в желудке. Это, как правило, Helicobacter pylori. На сегодняшний день считается 38% в мире людей, которые болеют гастритом, язвой желудка. Это люди, у которых находят инфекцию Helicobacter pylori. При Helicobacter pylori появляется атипичная высокая кислотность в желудке, появляется язвенное заболевание, нарушается карбонатный слой, покрывающий желудок, который препятствует влиянию на слизистую оболочку желудка пепсина, гастрина и так далее. Сегодня об этом поговорим. Ну и как лечить, я все об этом скажу, не переживайте. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Хроническое заболевание, при котором на слизистой оболочке желудка или двенадцатиперстной кишки возникает изъязвление. Для заболеваний характерны боли поджелудочной области, тошнота, изжога, рвота. Нередко болезнь сопровождается запорами и поносами. Панкреатит, воспалительное заболевание поджелудочной железы, для которого характерны боли в левой части живота, тошнота, рвота, рвотные массы могут содержать примеси крови, отрыжка часто, метеоризм, панкреатическая диспепсия. Панкреатическая диспепсия часто проявляется, и ее можно спутать с мочекаменным заболеванием. Дело в том, что неврологические или, как же сказать, нейрогуморально, нейрогуморально недостаточность почечная или мочекаменное заболевание почек, оно может приводить к появлению как раз диспепсии. То есть что это такое? Это неформирование стула. После каждого приема пищи человек часто ходит
по-большому в туалет. То есть это стул, который может быть от 1 и до 20 раз в день. Конечно же, это очень опасно, хотя в первое время человек никак как бы физиологически и физически это не ощущает особо. То есть, да, сходил, да, это с ним произошло, ну и после опорожнения ничего такого не происходит особенного. Второе, это может быть на фоне панкреатита, когда вздувает, и человек тоже часто ходит после каждого приема пищи. То есть на фоне мочекаменного заболевания может быть диспепсия, может быть на фоне панкреатита диспепсия. Часто возникает у людей, которые длительное время принимают алкоголь, и после того, когда перестают принимать алкоголь, у них появляется вздутие или метеоризм кишечный, и появляется диспепсия, и она может длиться у них до 14-30 дней, если специальным образом, никаким образом не лечить. Также я хочу сказать, что такая диспепсия может быть следствием повышающегося артериального давления. Это тоже является одним из признаков того, что у человека появилось артериальное давление. Итак, в случае, если у вас нет проблем с мочеиспусканием, вы не болеете мочекаменным заболеванием, если вы не принимаете алкоголь, и в случае, если у вас появилась диспепсия, нет заболевания диагностированного, неспецифический язвенный колит или, допустим, болезнь Крона, то обращайте внимание на артериальное давление в случае, если у вас есть диспепсия. Ну, продолжим. Холецистит. Воспаление желчного пузыря, для которого характерна боль в правой части живота, тошнота, рвота, больных мучают горький привкус во рту, отрыжка воздухом, метеоризм. Гепатит. Вирусное заболевание печени, которая приводит к нарушению ее функционирования. Для заболевания характерна желтуха, утомляемость, общее ухудшение состояния, диспепсические расстройства. Колит. Воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Пациенты с колитом жалуются на упорный понос, тупые ноющие боли в животе, тошноту, метеоризм, неприятный привкус во рту, слабость, раздражительность, быструю утомляемость. Болезнь Крона. Аутоиммунное заболевание, при котором воспаляются стенки кишечника и нарушается течение обменных процессов. Итак, панкреатит, гастрит, холецистит, язвенный колит, гастроэзофагиальный рефлюкс, гастродуоденит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Ну что еще придумать? Ну, может быть, дисбактериоз еще можно добавить, и цирроз печени. Ну и неспецифический язвенный колит. То есть это обязательные заболевания, которыми, как правило, болеют люди, которые жалуются на заболевания желудочно-кишечного тракта. Почему человек болеет данными заболеваниями? Первое и самое важное, или самое главное. Первое и самое главное, о чем хотелось бы прямо особенно сказать. Дело в том, что у нас есть определенные пищеварительные гормоны. То есть очень часто нас воспринимают как человека, у которого есть неправильное поведение, неправильная генетика и так далее. Но часто забывают о том, что всем пищеварением руководят наши пищеварительные гормоны. Какие это пищеварительные гормоны? Это гастрин, секретин и холецистокинин. Они выделяются в кровеносную систему желудочно-кишечного тракта, способствуют выработке пищеварительных соков при движению пищи. Все эти гормоны, они и влияют в дальнейшем на правильную или неправильную работу нашего желудочно-кишечного тракта. Эти гормоны, сейчас о каждом из них я расскажу, эти гормоны, они являются или регулируются нейрогуморальной системой. То есть в нашем организме наш мозг или отделы нашего мозга, конкретно нуклеус аккумбенс, темное ядро прозрачной перегородки, воздействует на появление серотонина, который в свою очередь может стимулировать, допустим, как при холецистокинине. Холецистокинин является гормоном, который как раз и регулирует открывать сфинктер Оди при эзофагиальном рефлюксе или удерживать его. И напрямую связан с нашим серотонином. Второй вариант.
Если нейрогуморальная система работает у нас и она работает идеально, то это токсикоинфекции. К токсикоинфекциям относятся стафилококки, стрептококки, лямблиоз, которые могут вызывать дисбактериоз. И второе, это инфекция такого, которая должна, по идее, управляться нашим иммунитетом, это хеликобактер пилори, который вот известен и который, кстати, тоже можно вылечить более экологичным путем, чем это стараются сделать, там, определенными витаминами и так далее. Ну что ж, давайте попробуем все-таки сегодня. Ну и третье, это вредные привычки. То есть человек там пьет очень много алкоголя, у него происходит изменение, там, холецистит, у него происходит увеличение желчного пузыря, задержка желчи, появляются проблемы печени и так далее. Не формируются белки, не формируется, там, ухудшается или появляется холестерин, ну и так далее. Это все влияет в дальнейшем на все системы организма и влияет на поджелудочную железу, приводит к холецистопанкреатиту, который в свою очередь может вызывать диспепсию, формирование гепатита, формирование жирового перерождения печени, может приводить к ухудшению общей деятельности. Человек, даже сахарный диабет второго типа и первого типа могут быть следствием там, употребления чая, кофе, неправильного питания. Но все же на первое место я бы хотел вам объяснить и поставить все-таки действие или выработку серотонина. Ну давайте ко всему подойдем последовательно. Итак, основным пищеварительным гормоном является гастрин, секретин и холецистокинин. Гастрин – гормон, вырабатываемый в желудке особыми G-клетками, участвующими в регуляции пищеварения. Он помогает регулировать кислотность желудочного сока. Когда пища достигает желудка, концентрация гастрина в крови увеличивается. Это приводит к выработке желудочного сока, который помогает в пищеварении. И здесь есть нюанс. В случае, если один человек во время того, когда он переживает, у него может гастрин увеличиваться в огромном количестве, а у другого человека гастрин может не появляться. Таким образом, у людей, у которых стрессовые ситуации и адреналин, который выделяется надпочечниками, и норадреналин попадает в кровь, мозг может реагировать на выделение большого количества гастрина. Какое-то время это может происходить, после чего у такого человека появляется снижение выделения уровня гастрина и появляются следующие заболевания. Желудочная недостаточность, то есть появляется недостаточность гастрина, секреция уменьшается желудка и отгибается как раз сфинктер Оди, расслабляется, вернее, правильно сказать, сфинктер Оди. И это и является как бы основой появления заболевания эзофагиальный рефлюкс. Я считаю, это мое мнение, что в большинстве своем эзофагиальный рефлюкс является как раз синдромом переизбытка страхов, большого количества адреналина и реакция организма на элементы страха. Как с этим бороться, я тоже сегодня расскажу, но немножко позже. Секретин при этом является, гастрин. Продолжаем. Итак, секретин является блокатором продукции соляной кислоты париетальными клетками желудка. Основной эффект, оказываемый секретином, стимуляция продукции эпителия желчных панкреатических протоков и брюнеровских желез бикарбонатов, обеспечивая таким образом 80% секреции бикарбонатов в ответ на поступление пищи. О чем здесь говорится? И секретин, и гастрин являются взаимоподавляющими гормонами. В случае, если у человека выделяется большое количество гастрина, то это угнетает секретин. В случае, если большое количество секретина, это может уменьшать количество гастрина. Чем это чревато? Когда человек испытывает состояние стресса, у такого человека может не выделяться соляная кислота. Это очень часто происходит, особенно у женщин. Также человек в момент долгого перенесенного голода, запоров, стрессовых ситуаций приводит к блокировке секретина, к уменьшению выделения соляной кислоты, и, как правило, у таких людей появляется
заболевание, сопутствующее дискинезия желчных протоков. То есть это все связано с тем, что у человека появляются проблемы, которые связаны с адреналином. Адреналин, норадреналин — это гормоны надпочечников. Сейчас мы к этому еще придем. Холецистокинин стимулирует расслабление сфинктера Оди, увеличивает ток печеночной желчи, повышает панкреатическую секрецию, снижает давление в билиарной системе, вызывает сокращение привратника желудка, что тормозит перемещение переваренной пищи в двенадцатиперстную кишку. Ну и самое важное, вот о чем нужно сказать. Всем этим выделением гастрина, секретина, холецистокинина, этим всем регулирует два гормона. Один гормон называется серотонин. И серотонин выделяется отделом нашего мозга nucleus accumbens. И второй гормон — это норадреналин и адреналин, которые регулируются нашими надпочечниками. Таким образом, у женщины или у мужчины, у которых есть, допустим, высокий кортизол, допустим, перенесенное заболевание гепатит, допустим, нарушение проблемы гормональных, то есть нарушение гормонов надпочечников. Дальше стрессы, которые бесконтрольные, то есть у человека во время стресса появляется адреналин, он не может это контролировать, это приводит к нарушению всех этих процессов. Высокий кортизол приводит к нарушению этих процессов. И второй вариант — серотонин, то есть это то, что тормозит или наоборот стимулирует выделение гормонов, о которых я сегодня говорил. И у многих в нашей жизни или в нашем мире, вот смотрите, как отличается. Адреналин является гормоном, который выделяют надпочечники, но выделяется адреналин очень короткое время или очень короткий промежуток времени. Постоянное выделение адреналина, то есть это постоянное испытывание стресса. Допустим, человек сел за руль, и он на протяжении дня едет, все время у него стресс. Это кратковременные элементы выделения адреналина. На что это будет влиять? Это будет влиять на, прежде всего, холецистокинин, который будет накапливать желчь в желчном пузыре. И это будет приводить к тому, что желчь будет накапливаться. Также будет расслабляться сфинктер Оди, пища будет вбрасываться, особенно в ночное время, в пищевод. Это будет приводить к галитозу, к ухудшению состояния ротовой полости, к появлению ряда заболеваний, среди которых можно, даже заболеваний стоматологических, таких как гингивит, допустим, или даже пародонтоз. И это как раз связано с большим количеством адреналина, который человек будет выделять на протяжении дня, то есть испытывать стресс. Но здесь есть другая форма, это форма подавления адреналина или форма, которая может защитить от адреналина. Это наш серотонин. Серотонин — это гормон, который участвует в регуляции афферентных сигналов, моторики желудочно-кишечного тракта и секреции, то, о чем я говорил. Следовательно, нарушение биосинтеза, содержания, освобождения и обратного захвата серотонина негативно сказываются на функциях желудочно-кишечного тракта. И что нам в этом всем может помочь? Дело в том, что есть несколько прекурсоров или веществ, которые помогут нашему ядру nucleus accumbens справляться с выделением серотонина. Это два наших предгормона перед серотонином. Эти предгормоны называются окситоцин, и второй гормон называется у нас, и самый важный гормон у нас называется L-триптофан. Об L-триптофане я уже рассказывал и хочу вам сказать. У вас, допустим, есть заболевание от неспецифического язвенного колита до, допустим, холецистита и так далее. Если вы будете лечить себя антоцидными препаратами, чем-либо еще, то, скорее всего, это будет оказывать местное воздействие, так как вы не будете влиять на центр, который должен вырабатывать серотонин.
Именно поэтому я все время говорю, при лечении заболеваний, которые связаны с желудочно-кишечным трактом, на первое место нужно ставить ограничение человека в ощущениях стресса, то есть человек должен успокаиваться, заниматься медитациями, брать себя в руки, использовать аутогенную тренировку, подольше спать, ощущать, что как бы справляться со стрессами. Есть там целый ряд специальных технологий и методов, которые уже разработаны и придуманы. Там ключ Агеева, там какие-то мои системы, о которых я часто говорю, там специальные медитации, которые могут помочь вам справляться с стрессовыми ситуациями. Далее. Учиться контролировать уровни стресса, то есть не тянуть эти стрессы, недолго об этом думать, с утра до ночи не накручивать себя, ну и так далее. Ну и, конечно же, начать принимать предкурсор нашего серотонина, которым является L-триптофан. Но при этом вы должны знать, L-триптофан, он может усваиваться... Вообще, чем интересен L-триптофан? L-триптофан, сейчас есть исследования, которые указывают на то, что L-триптофан это вещество, которое способно воздействовать на уровень или метаболизм углеводов в клетке. То есть по-другому наша клетка, она живет, митохондрии перерабатывают глюкозу, и нарушение глюкозного обмена приводит к тому, что глюкоза может перенакапливаться, могут накапливаться свободные радикальные соединения, оксиданты, свободные радикалы. Это может приводить к тому, что либо происходит апоптоз, отмирание клеток, либо наоборот формирование объединения РНК в каскад фиброзов, который может проявляться в виде темных пятен на лице, появления, изменения пигментации кожи и так далее. И это все может как раз быть связано с недостаточностью серотонина. Серотонин это то, что регулирует работу вашего желудка. Невозможно человеку остановить адреналин. Мы все равно реагируем, но попытаться следует. Поэтому иногда, а очень часто, начинать необходимо со спокойствия, с прогулки, с приятной прогулки. Ну и обязательное применение серотонина. В каких дозировках? Серотонин безопасный препарат, его можно принимать, он не является препаратом, который может вызывать привыкание. Серотонин на ночь может успокоить вашу нервную систему. Я рекомендую серотонин принимать людям, у кого в ночное время появляются все симптомы, которые связаны с желудочно-кишечным трактом, без предварительно поставленного диагноза Helicobacter pylori. То есть, чем бы вы ни болели, каким из мной представленных заболеваний желудочно-кишечного тракта, начиная от панкреатита и заканчивая язвой желудка или даже 12-перстной кишки, всегда знайте, что улучшить ваше общее самочувствие поможет вам, и на первое место необходимо ставить утром или на протяжении дня аутогенные тренировки, умение управлять своими стрессами, умение реагировать на стрессы и помощь своему серотонину или помощь своему организму, который будет как раз регулировать весь этот обменный процесс правильно, нейрогуморально. И это является прекурсор нашего серотонина, это L-триптофан. Также хочу сказать, что L-триптофан в нашем организме, он усиливает действие и больше увеличивается количество выделения серотонина в случае, если человек ест кислую пищу, квашеную капусту, кислые огурцы, кисломолочные продукты, бобы, цельнозерновой хлеб, крупяные супы, мясо, рыба на пару, проваренные полужидкие каши, особенно овсяная, рисовая, пшеничная, гречневая. Ну и, по моему мнению, аутогенная тренировка, помогающая человеку вырабатывать серотонин естественным путем, это, как ни странно, обнимание с близкими, которые помогут вам выработать гормон окситоцин, который поможет вам стимулировать работу нуклеус аккумбенс отдела мозга, и в дальнейшем появится серотонин. Таким образом, обнимайтесь с близкими, целуйтесь.
Удивляйтесь, потому что это очень важно. Прямо специально говорите: ох, вот это да, ох, вот это да. Улыбайтесь, это тоже увеличивает серотонин. Далее, есть определенные эфирные фитосапонины. Особенно эфирные сапонины, которые связаны с еловыми деревьями. Это фитосапонины сосны. На первое место можно поставить можжевельник. Особенно сейчас, в теплое время суток, выходя в тот момент, когда на прямую воздействуют лучи солнца, прямую на крону такого дерева, необходимо, сидя под этой кроной или находясь в непосредственной близости, совершать глубокие вдохи и выдохи. Фитосапонины можжевелового дерева, ели, там, любого другого хвойного растения способны стимулировать выделение серотонина. Об этом доказывают последние исследования. Что может купировать серотонин? На первое место необходимо поставить копченые продукты, дальше пищевые добавки с усилителями вкуса. Дальше третье — это сейчас скажу. Картофельное пюре. Дальше полуфабрикаты, замороженная пища, холодная пища. То есть пища, которая лежит 1, 2 или 3 дня в холодильнике, подогретая, она очень угнетает серотонин. А что может помочь? Вот сейчас есть ягоды, это ягода смородины, ягода малины. Вот могу посоветовать, чем можно стимулировать серотонин. Можно стимулировать выделение его, если заваривать свежие ягоды малины. То есть берется 1 столовая ложка ягод малины, заливается кипятком, пить такой чай 3-4 раза на протяжении дня. Что это даст вам? Это будет стимулировать выработку серотонина и будет улучшать общее состояние. Далее поговорим еще с этим понятно. Поговорим еще о определенных витаминах. Есть целый ряд исследований, которые утверждают о том, что витамины могут помочь человеку справиться со всеми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Поговорим прежде всего о заболеваниях, таких как заболевание эзофагиальный рефлюкс и заболевание гастрит, желудка. И что нужно знать? Существует 3-4 вида витамина В, которые 100% и наверняка способны помочь человеку справиться с заболеваниями желудка. Какие это витамины? Это витамины, первое, В1. Вот я его показываю. Это витамин В1, тиамин. Или тиамин-профосфат. Является мощным метаболитом, воздействующим на реакцию обмена углеводов в клетке. Вы хотите похудеть, у вас есть проблемы и вы набираете вес, у вас есть проблемы и появляется ожирение в области живота, у вас есть, допустим, развивающиеся заболевания, особенно у мужчин, это пивной живот. Запомните данный препарат. Это для вас будет находка, потому что вот этот препарат способен как раз растворять ожирение, способен устраняет синдром хронической усталости, влияет на липидный обмен, то есть у вас высокий холестерин, липопротеины низкой и очень низкой плотности, и вы не знаете, как с этим справляться. Принимайте витамин В1. Как сказал в свое время Пирогов в книге, которая называется Виноградов. В книге «Происхождение заболеваний», что можно найти в определенной книге, которая называется энциклопедия медицинская, большая медицинская энциклопедия, на странице, я сегодня хотел взять, но забыл, на странице, где описывается гастрит, написано, что очень хорошие результаты показали себе применение витамина В1 совместно с витамином В6 при заболеваниях язва желудка.
при заболеваниях язвы желудка. Я с этим абсолютно на 100% совершенно согласен. Если применять препараты B1 и B6 по одной таблетке данного препарата 2 раза в день или 3 раза в день за 30-40 минут до приема пищи, то первое, исчезают боли, исчезает отрыжка, перестает вздувать живот. В дальнейшем это снимает заболевание, которое называется эзофагиальный рефлюкс. При эзофагиальном рефлюксе, если у вас просто ощущение боли с левой стороны, принимайте препарат B1 и B6. Данные витаминные комплексы способны вылечить заболевание язвы желудка. В случае, если язва желудка у вас связана с Helicobacter pylori, то есть токсоинфекции, то тогда вам необходимо знать, что не обязательно лечить токсоинфекцию, используя исключительно антибиотики или иммунные препараты, так как этому советует наша традиционная медицина. Существует ряд разработанных технологий на сегодняшний день, которые могут вам в этом помочь. Какие это технологии? Первое, диоксид кремния. Диоксид кремния восстанавливает буферное покрытие нашего желудка, участвует в устранении токсикоинфекций или токсоинфекций любой формы, которые находятся в нашем желудке. Каким образом принимается? 1 чайная ложка на 1 стакан воды. И сюда же нужно добавить лангин. Лангин — это препарат, в составе которого входит жидкий лизоцим. Лизоцим — это антибиотик, грубо я скажу, который вырабатывается нашими слюнными железами или железами животных. Лизоцим очень воздействует и очень быстро воздействует как раз на Helicobacter pylori. Вот как это все устроено? У человека снижается кислотность желудка. Это связано с высоким адреналином и невозможностью вырабатывать серотонин. После чего у человека появляется увеличение Helicobacter pylori, инфекции, которые постоянно присутствуют на фоне сниженного иммунитета, перенесенного заболевания и так далее. При этом за счет забросов пищи или за счет появления бактерий в ротовой полости развивается ряд заболеваний, среди которых это купирование выделения лизоцима нашими слюнными железами, так как они могут просто аннулировать свое воздействие в ротовой полости. И еще не стоит забывать, мы проживаем в странах, где люди невероятно и сильно любят картофель. Картофель в вареном виде имеет в составе своем крахмал. Лизоцим расщепляет крахмал, и слюнные железы максимально настроены на то, чтобы переварить уже крахмал, который находится в картофеле или в белом хлебе, перед тем, как он поступит в желудок. Но минус этого заключается в том, что лизоцим после этого в желудок не поступает. То есть он с пищей должен попасть, а он не поступает. Что в итоге снижает иммунитет нашего желудка. Стрессы снижают или увеличивают адреналин, снижают серотонин. Что приводит к появлению в дальнейшем Helicobacter pylori, а также любых других токсоинфекций. Именно поэтому я рекомендую принимать при Helicobacter pylori препарат, который называется антитокс. 1 чайная ложка на 1 стакан воды. И добавлять небольшое количество лизоцима. Буквально 10 капель этого лизоцима — это то, что может восстановить микрофлору вашего желудка и практически за 1-10, максимально 14-15 дней снять такой диагноз, снять диагноз язва желудка или многочисленные изъязвления желудка, вызванные Helicobacter pylori. Снизить при этом в очагах поражения хеликобактером в виде язв, снять и воспалительный процесс, и убрать фиброзные очаги, убрать развитие более сложного заболевания и так далее. Также я рекомендую использовать все эти препараты, которые называются антитокс, 1 чайная ложка на стакан воды с добавлением лангина, и 2 вида витаминов, которые называются B1 и B6, для людей, у которых есть эзофагиальный рефлюкс. Но здесь стоит добавить
добавить еще один препарат. Если вы болеете эзофагиальным рефлюксом, то вам необходим L-триптофан, мы понимаем почему. Необходим препарат антитокс, необходим препарат лизоцим, необходим препарат B1, B6 и необходим дополнительно перед каждым приемом пищи бетаиногидрохлорид. Это препарат, который повысит секрецию и повысит количество кислоты в вашем желудке. В случае, если у вас есть Helicobacter pylori, делать этого не стоит. Но в случае, если Helicobacter pylori нет, но есть при этом эзофагиальный рефлюкс, ГАРП, то вам при этом необходимо принимать бетаиногидрохлорид. Потому что при ГЭРБе без Helicobacter pylori у человека обычно понижается кислотность, а не повышается. Именно поэтому я рекомендую это делать. В случае, если у вас Helicobacter pylori был спровоцирован появлением такого тяжелого заболевания, как, допустим, какого-либо инфекционного заболевания, то есть вы переболели ковид или переболели гепатитом или переболели каким-либо инфекционным заболеванием, гриппом, то для стимуляции иммунитета вам потребуется еще и бетулиновая кислота. То есть в случае, если после перенесенного ковида у вас начал появляться эзофагиальный рефлюкс, отрыжка, горечь во рту, вздутие живота и так далее, то вам потребуется дополнительно бетулиновая кислота. Одна таблетка 2 раза в день, одна таблетка каждого препарата 3 раза в день, 1 чайная ложка на стакан воды антитокса с добавлением небольшого количества препарата лангин, по 1, 2 или 3 стакана 2 раза в день, и на протяжении 14 дней принимайте, 7 дней делаете перерыв, принимайте витамины, после чего делаете еще один курс, проводите еще один курс, и после этого смело идете сдавать анализы, проводите исследования и больше никогда не болеете эзофагиальным рефлюксным заболеванием. Далее, эзофагиальная рефлюксная болезнь, с ней понятно, но непонятно с панкреатитом. А что ж такое? Я болею панкреатитом. Очень часто человек на фоне очень хорошего внутреннего состояния начинает жаловаться на боли, появляющиеся в правой части подреберья, начинает жаловаться на то, что у него во рту появляется привкус горечи, начинает жаловаться на то, что у него появляется вздутие живота, живот увеличивается в верхней части эпигастрия. Это мешает в дальнейшем делать вдох-выдох, человек может ощущать, как будто воздуха не хватает. Как ни странно, в дальнейшем это может привести к развитию заболеваний со снижением иммунитета. Может появляться заболевание Крона, то есть воспаление, гранулематозное воспаление лимфатических узлов в брюшной полости, либо у человека может формироваться просто хронический панкреатит, и он страдает из-за этого. Хронический панкреатит, как правило, возникает на фоне того, что у человека неправильное питание, частые стрессы. У человека алкогольная зависимость может быть периодическая, он принимает или любит очень сигареты, в большом количестве принимает кофе, полуфабрикаты, ведет образ жизни, в котором малое количество сна. То есть сон руководит выделением серотонина. Недостаточность сна, малое количество серотонина. Если сократить человеку сон, то в дальнейшем у человека может появиться заболевание желудочно-кишечного тракта. Но не всегда у некоторых людей реакция может происходить или проистекать по-другому. И у таких людей может развиваться повышающийся холестерин, может влиять на сосуды. Не стоит забывать о том, что окситоцин является еще и вазодилататором. Вазодилататор — это тот, кто расширяет сосуды, а вазоконстрикторы, это выделяющиеся надпочечниками, допустим, адреналин, сужает сосуды. Так адреналин у вас сжал сосуды, вы испугались, при этом холестерин начал у вас выделяться в большом количестве, и появляется что? Появляется то, что называется атеросклерозом. И в дальнейшем появляются окклюзии, стенозы сосудов.
холестериновые, сейчас говорят, бляшки, появляются атеросклерозы, появляются заболевания сердечно-сосудистой системы. И это напрямую связано с укорочением сна, с недостаточностью серотонина, и тоже можно использовать L-триптофан. Тоже рекомендую использовать L-триптофан. Но вернемся все-таки еще и к нашей поджелудочной железе. Можно ли ей как-то, это поджелудочной железе? Ой, интересно, вообще идет трансляция или нет? Просто почему я обращаю на это внимание? Дело в том, что очень часто исчезает звук, и меня перестают слышать, поэтому я так вот разошелся, знаете, сам ни на что не обращаю внимания, а там звука нет. У нас было такое, что час я прочитал лекцию, а всего-навсего записалось 10 минут. Остальные 50 минут я разговаривал сам с собой. Но это тоже бывает. Ну что, вернемся к теме. Вернемся к теме, связанной с поджелудочной железой. Когда человек пьет, то он, хочет этого или нет, разрушает клетки печени. В дальнейшем это может проявиться в виде цирроза. Так обычно это происходит в виде необратимого перерождения гепатоцитов в жировые атовизмы или это может приводить к появлению сахарного диабета второго типа, к ожирению, и, как правило, это связано с тем, что появляется большой живот или большое пивное брюхо. Сейчас, кстати, об этом тоже скажу. И появляется у человека ожирение, появляется активное ожирение, он никак не может с этим справиться. И в этом случае может помочь тоже витамин. В этом случае может помочь витамин, который называется витамином К2. Это тоже водорастворимый витамин, который как раз может помочь, восстанавливает гепатоциты, восстанавливает островки Лангерганса, восстанавливает деятельность поджелудочной железы. Великолепно помогает человеку справиться как раз с панкреатитом. Что я рекомендую использовать при заболевании панкреатита? Рекомендую использовать препарат антитокс, точно так же с лизоцимом, но дополнительно применять витамин В1 и В6, тоже по одной таблетке 3 раза в день. Далее, у вас диарея, и вы не можете определить, какой формы диарея. Я рекомендую использовать препарат нашей компании, он называется у нас есть препарат, называется Porcus Coctus, и второй препарат называется у нас пепсин. Пепсин формирует торможение пищи, что приводит к более тщательной перевариванию данной пищи. Из-за этого в случае, если у человека есть диспепсия, но нельзя принимать пепсин при неспецифическом язвенном колите, и все. А при алкогольном отравлении, при мочекаменном заболевании, при даже гипертоническом заболевании пепсин рекомендуется при такой диарее или диспепсии принимать. 1 таблетка 3 раза в день. Это в короткий срок, приблизительно 7-10 дней, устранит у вас само заболевание, и оно перейдет в форму, которая вас больше беспокоить не будет. Ну что, давайте теперь на вопросы отвечать. Так, одиночки. Сейчас начнется. Андрей Андреевич, как вы одели очки, почему вы очки одели и так далее. Я хочу сказать вам, что мое зрение, оно с детства низкое. И я всю жизнь имел зрение -5. Сейчас с годами мое зрение улучшилось и остался только астигматизм. Ну и там небольшой минус. Я как с очками, так и без очков достаточно хорошо вижу. Но моя жена сказала, для того, чтобы быть умнее, нужно одевать очки. Все, я ей верю. Поэтому, видите, какой умный доктор в очках. Вот. И видите, теперь в очках больше доверия. Такой доктор, она говорит, слушай, ты
Что ведешь вебинары по эзотерике, что ведешь вебинары по здоровью, одинаковые. Ты должен чем-то отличаться. Одень очки. О, теперь я буду вебинары по здоровью читать в очках, а по эзотерике без очков. Вот. А политики буду читать в черных очках. И одевать белый парик. Тоже шучу. Нам же нужно как-то поднимать серотонин, правильно? Вот давайте его вместе поднимать. А то я вам все пихаю и пихаю свои препараты, видите. Так, что у нас там сегодня? Коллаген. О, так интересно, я сегодня расскажу еще об этих препаратах, моих любимых. Вот эти сейчас я отложу. Принимаю ли я эти препараты? Уже нет, но раньше принимал, приходилось. Если у человека стрессовая ситуация, если жизнь связана с тревогой, человек приходит в состояние угнетения общего, то необходимо как-то поднимать серотонин. Ну и помогает, конечно же, L-триптофан, помогает использование B1 и B6. С какими и B1 и B6, вот смотрите, если вы худеете очень сильно и не можете набрать вес, то тогда вам полезно препарат К в больших дозировках. А еще, есть еще препарат, мы его еще пока не выпустили, это B5. То есть человек может принимать, и это будет для желудка очень хорошо, и для похудения B1, B5 и B6. Какие нельзя совместно принимать препараты? Еще можно B7, амигдалин. И еще очень хорошо, и это все можно и худым, и полным. Но если человек худеет на фоне гастрита, очень снизился гемоглобин, у человека перенесенный там, ну что может быть перенесен, там гепатит, или он инфицирован гепатитом, герпетическими заболеваниями, то что необходимо сделать? В этом случае необходимо принимать препарат витамин К. Он улучшает функцию печени, у мужчин, особенно мужчинам, улучшает потенцию, очень хорошо влияет на предстательную железу, на выработку тестостерона у мужчин и у женщин, очень снижает холестерин, помогает восстанавливать печень в случае, если есть жировой гепатоз, стеатоз, да, правильно называется, стеорин, это жир или жировые клетки, стерин. Стеатоз, от слова стео, жировое. Поэтому для того, чтобы у нас белок не превращался в стео, а оставался все-таки белком, и наши гепатоциты функционировали правильно, а это очень необходимо, то нам необходимо принимать дополнительно витамин К2. Дарья Пашковец. Очень интересно ваше мнение. Есть эзотерическое объяснение задержки речи у детей? Оба сына речевики, да и вообще сейчас много таких деток. Я с этим абсолютно согласен. Это с позиции эзотерики не нужно объяснять. Это необходимо объяснять с позиции аммиачной теории. Уже есть целая теория. Эта теория широко мной обсуждается. Я даже в свое время разработал программу. Эта программа называется «Аутизм Free», где я как бы попытался в виде монографии, в виде вот такого видео объяснить сам сценарий и почему возникает вот такое состояние у детей, и даже рекомендации там даю. Сейчас вот я часто говорю об окситоцине, говорю о лактулозе, которую необходимо принимать, и в общем всеми путями снижать аммиак в крови у таких детей. Объясняю, почему это происходит, что является предпосылками и так далее. Ну и те дети, которые у меня успешно это применяли, ну, имеют очень хорошие результаты. Поэтому задержка развития в нашей традиционной медицине это приговор. Но если правильно к этому подходить и правильные препараты принимать, это препараты с содержанием, допустим, L-орнитина, это препараты с лакталуозой, это даже иногда применение определенных антибиотиков в определенном промежутке времени. Тоже это устранение токсоинфекции, которая приводит к постоянному появлению аммиака. То есть по-другому аммиачная теория аутизма. Аммиачная теория аутизма, она много объясняет всего. Применение цистина как вещества, которое способно объединяться с элементами, которые способны объединяться с этими свободными радикалами, устранять процессы переокисления, воздействовать на процессы формирования правильного отклика гепатоцитов печеночных, выведения переизбытка аммиака, гепоэнцефалический барьер,
как бы излечивать от этого аммиака и так далее. Одним словом, это можно все повернуть вспять, если хорошие результаты есть. Почему я не говорю об этом в открытой форме? Зачем мне это? Тот, кто знает, тот знает, обращается, я помогаю. Если результаты, я часто говорю, мы не афишируем результаты других людей. Почему? Я в свое время давал обещание, это называется клятва Гиппократа. Она заключается в том, чтобы свято хранить в виде медицинской тайны те результаты, которые возникают у тех людей, которые проходят терапию или которые пробуют там что-то делать. Именно поэтому мы не афишируем результатами. Я никогда не прошу, чтобы кто-то что-то писал. Ну, как бы вот так мы живем. Можно было бы делать из этого всего и сетевой маркетинг, и продавать это более активно, и популяризировать более активно, и привлекать людей, чтобы они выступали. Но это некрасиво. Во-первых, это некрасиво к самим людям. Именно поэтому я часто говорю, не афишируем. Хотите что-то написать, напишите. Не хотите, мы не будем никого заставлять. Ваше дело. Ну и, как правило, человеку не очень приятно говорить о том, что там у меня есть дети, у них есть проблемы такие-то, принимали, стало лучше. И, ну, знаете, это же никого не касается. Алла Базюк. Огромное спасибо за советы. Скажите, можно при заболевании ГРБ, холециститы с частым вздутием употреблять свежие овощи? Можно, да. Особенно полезно картофель сырой. Особенно полезен сельдерей. Особенно полезна морковь, только в небольшом количестве. Но особенно полезно, прям ого-го как полезно, это черника. Это черника. Черника, черная смородина и спелый крыжовник. Сейчас время, когда ГЭРБ можно вылечить крыжовником. Ешьте его как можно больше. Еще. Сейчас как раз у вербы, это ива такая, у вербы у нее листья, они такие сочные, красивые. Вот листья, которые собраны как раз перед Иваном Купалой и после, если их высушить и из них делать чай, 1 столовая ложка на стакан кипятки, то этим можно вылечить ГЭРБ. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. А из коры, которую сейчас соберут с этих веточек, можно в дальнейшем вылечить аденому предстательной железы. Если заваривать 3 столовые ложки на 1 литр воды, кипятить 15 минут и пить по стакану 3, да, можно 3 раза в день. Забыл рецепт. 1 или 3? 3 и больше. Вот. Скажите, можно заварное кофе с добавлением молока пить по утрам? На желудок не влияет? К сожалению, влияет на желудок. На желудок кофе хоть с молоком, хоть без молока влияет. Но особенность кофе заключается вот в чем. Если вы кофе принимаете 1 раз в день утром, то это стимулирует выработку серотонина. Если вы принимаете больше 4 раз на протяжении дня, угнетает. Если вы будете пить каждый день по 4 чашки кофе, у вас будет изо рта идти плохой запах. Будет развиваться галитоз. Также будет отгибаться или расслабляться сфинктеродий, и будет проявляться то, что называется эзофагиальный рефлюкс. Если вы пьете утром и все, то тогда все будет хорошо. Кстати, кофе затрудняет отход желчи. Именно поэтому я часто говорю людям, у которых есть желчекаменная болезнь, я говорю, ни в коем случае не принимайте кофе. Вот так. Ваши препараты чудо, пишет Татьяна. Спасибо за ваш труд. Сейчас карцинома в паху. Прошла обучение, 2 курса химии. Рана глубокая, не заживает. Еще больше разъедает кожу. Как помочь себе? Кверцетином. Кверцетином и можно кверцетином и цистином. Смотрите. Что происходит, когда человек получает лучевую терапию? Что происходит, когда человек получает химиотерапию? Вообще, что происходит с нашим организмом? Во время нашей жизни мы активно дышим. Во время получения терапии какой-либо, доксирубицином, ликоплакином, чем-либо, у человека происходит клеточный апоптоз, то есть клетки умирают. После чего другие клетки начинают более активно заниматься своей жизнедеятельностью. И в итоге появляется большое количество свободных радикалов.
когда человеческая клетка дышит и питается, то это происходит следующим образом. В каждой клетке находится ядро, РНК и митохондрии. Митохондрия берет глюкозу, после этого ее превращает в молочную кислоту, которая в свою очередь через мембрану вбрызгивается в кровь, где расщепляется на пируват-киназу и аромамасляную и пируват-виноградную кислоту. И таким образом происходит такое висцеральное питание. В этом всем участвует еще и кислород. Происходят процессы переокисления и окисления, но в этом всем вот что происходит. Появляется неправильно заряженный радикал. Во время окисления появляется неправильно заряженный радикал. Что это такое? Это любая клеточка во время переокисления кислорода, там, допустим, при выработке митохондриями глюкозы происходит переокисление, ацетилирование. Это все приводит к тому, что появляется клетка, у которой есть отрицательно заряженный грубо заряд. То есть атом, в нем отрицательно заряженный есть электрон. Такой отрицательно заряженный электрон может подключиться к любому положительно заряженному электрону. Это может быть у нас частичка аминокислоты. Это может быть у нас частичка липида, длинная частичка липида, холестерина или еще чего-либо. И с вот такой деталью невозможно справиться, собираясь в каскад между собой и соединяясь между собой в такой каскад, образуется соединение или каскадное соединение вот таких клеток, с которыми организм справиться не может. Почему? В нашем организме есть только одно вещество, это аминокислота, которая производится нашим организмом самостоятельно из двух аминокислот, которые мы можем получить из внешнего мира. Это цистерин, аминокислота, и цистеин, это аминокислоты. Но и цистерин, и цистеин, они должны превратиться в итоге при своей ферментации, взаимодействия в крови, они должны, и с клетками нашей крови, они должны превратиться в цистин. Цистин. Так как цистин, он имеет способность приклеить к себе такие свободные радикалы. Когда человек получает химиотерапию, то прежде всего происходит процесс мощнейшей оксидации. И нам в этот момент необходима деинтоксикация и выведение свободных радикалов. Это очень важно. И есть целый ряд исследований, о них раньше говорил. Эти исследования говорят, что проведение антиоксидантной программы, которая возможна только исключительно с применением дополнительно введения препарата цистин. Больше никаким образом. Вы свободные радикалы при химиотерапии, при, допустим, радиационном воздействии, при просто жизни, при активном дыхании, при стрессе не можете убрать. Вы знаете, это является одной из теорий, всей теории геронтологической. То есть говорится о том, что одна из теорий геронтологии заключается в том, что накопление свободно-радикальных соединений, оксидантов. И они устраняются только препаратом цистин. Другого нет. То есть мы должны либо цистерин принимать и ждать, когда он превратится, всосется, или цистеин, который должен превратиться и всосаться. И пришла идея, почему бы сразу нашему организму не давать препарат цистин. Нашему препарату не давать цистин. Ну и такая идея пришла, и я начал данный препарат использовать. Изучая геронтологию, я понял, что цистин в клетку может не пустить оболочка еще клеточная. Почему? Она работает как элемент элемент дышащий, грубо. Это все связано с калиево-натриевым насосом. То есть не хватает калия, не хватает натрия. Почему не хватает? Почему в каких-то местах не хватает? Потому что там есть заряженные неправильно ионы. И после этого что с этим всем делать? Каким образом можно повлиять? Энзимы должны помочь. Какие энзимы? Самые яркие энзимы — это коэнзим Q10. Поэтому, если вы болеете онкологией, проходите химиотерапию, вам необходим цистин, коэнзим Q10 и мой обожаемый просто препарат — это кверцетин. На сегодняшний день считается, кверцетин — это один из вариантов, один из
форм витамина П, таких как рутин, ну и кверцетин к нему относится. И считается, что кверцетин, а мы продаем концентрат кверцетина, способен влиять на клетку, увеличивая метаболизм клеточный, влиять на цикл Кребса клетки. При этом проницательность этого всего создаст нам коэнзим Q10 и поможет нам вывести эти радикалы, данный препарат. А если к этому всему добавить еще и антитокс, то мы будем иметь целый комплекс геронтологического влияния на свой организм с целью омоложения. Но я хочу вам сказать еще от себя. Как ни странно, если к этому всему, а в геронтологии есть некое понимание, это называется понимание коллагенеза, то есть клетки, ретикулоциты, клетки, из которых строятся клетки, со временем начинает уменьшаться, и там уменьшается количество коллагена и так далее. И в случае, если увеличить количество принятия коллагена, он у нас в таблетках, и данных препаратов, то процесс омоложения будет настолько значительным и быстрым, что будет вызывать у вас прямо шок. Вызывать у вас шок. Почему я так считаю? Вот так. Потому что сам принимаю. А сколько мне лет? А уже если человек живет 100 лет, то первую половину столетнего периода я прошел. Да. Именно поэтому я часто говорю, есть у вас возможности, есть что полечить, полечились, принимайте геронтологические препараты. Они улучшают настроение. У человека единственный минус геронтологических препаратов заключается в том, что в случае, если их принимать, то в случае, если у человека появляется алкоголь, то он купирует где-то на 7-10 дней влияние геронтологических препаратов. И вновь появляется ухудшение мембран и так далее. Алкоголь хорошо, но у алкоголя есть проблемы с нашим организмом. Какие? Если алкоголь принимать ежедневно, то тогда организм хорошо себя чувствует. Тогда появляется алкоголь гидрогеназа, которая, как ни странно, способна очищать клетки нашего организма. Да, странно это все кажется, но это так. Если пить ежедневно, хронически. Но в случае, если и организму это помогает, но если прекратить, то тогда наоборот появляется уменьшение выделения нашим организмом алкоголь-дегидрогеназы, и это увеличивает холестерин. Это увеличивает холестерин, увеличивает выработку холестерина, липопротеинов низкой, очень низкой плотности и так далее. Поэтому если пить надо каждый день по чуть-чуть, а если вы не можете каждый день пить по чуть-чуть на протяжении всей жизни, то не нужно и начинать. Тогда относитесь к алкоголю как особо редкому, удивительному приключению на свою голову. А все остальное время, если вы собираетесь быть молодым, красивым, здоровым, счастливым и чувствовать себя хорошо, старайтесь принимать алкоголь исключительно в виде праздников, поминок или при каком-нибудь очень хорошем событии. Иногда стресс для нашего организма тоже нужен. Так. Что-то разошелся я сегодня. Лариса Трефилова. Прошу вашего совета. Полип в матке удалить не могут. Предложили полностью удалить матку или жить с полипом. Я в группе риска после онко. Удалять. Вообще без вариантов. Удаляйте без варіантів. Лариса Раківшихо. Вже купляв ваші ліки, але полишньо не відчула. Будь ласка, скажіть, що приймати коли? Автоиммунный тиреоидит и сахарный диабет. Супер. Смотрите, автоиммунный тиреоидит, принимайте препарат теротозин, а также препарат с высоким содержанием йода, йодикс. Не бойтесь этого, все безопасно. Также я бы вам посоветовал принять курс лечения кверцетина еще. А при сахарном диабете второго типа великолепный мегапрепарат, который называется пикалинат хрома. Покупайте его в высокой дозировке. Также очень рекомендую 1 чайная ложка гликоцитрохромина. Такое сложное название у препарата. 1 чайная ложка на литр воды. Пейте этот литр на протяжении дня. Вы должны знать, белок
или употребление белка напрямую связано с употреблением жидкости. Если человек на протяжении дня съедает 100 грамм белка, он должен знать, что 100 грамм белка требует 1 литр воды. В случае, если вы съели 100 грамм белка и не выпьете 1 литр воды, а если 300 грамм белка вы съели, то тогда вам надо 3 литра воды. Почему? Если выпивать меньше, то такие белки будут формировать у вас появление мочекаменной болезни. А конкретно, скорее всего, будет приводить к появлению оксалатных, уратных и кальциевых, и фосфорных, кальциево-фосфорных новообразований в почках. Таким образом, нужно сказать, что, а что же делать, если они уже появились? Первое, откажитесь от белковой пищи. На протяжении 1 месяца старайтесь минимально употреблять пищу и минимально есть белки. В это время принимайте препарат, который называется Нефромакс. В нем находится высокое количество определенного вида кислот, которые растворимы в крови и которые фильтруются нашими почками. Попадая в наши почки, они способны растворять вот такие новообразования. Но это требует на протяжении дня 1-3 литров жидкости. Поэтому очень-очень уменьшаете питание, пьете 1-2 литра жидкости, принимаете препарат Нефромакс, уменьшаете количество употребления белков. Что нельзя при гастроэзофагеальном рефлюксе катастрофически и категорически? Первое. Ни в коем случае нельзя есть орехи и семечки, они ухудшают состояние. Дальше, много кофе нельзя, много семечек, орехи. Это все приводит к ухудшению состояния и уменьшению кислотности ЖКТ. Также к уменьшению кислотности желудка приводят такие очень популяризируемые сейчас в народе специи: куркума, кардамон, гвоздика повышает. А вот зеленый чай, он тоже снижает кислотность. Поэтому если у вас ГЭРБ, то ни в коем случае ни зеленый чай, ни кофе, ни кардамон, ни куркуму, ни орехи, даже грецкие. Виталий Павленко спрашивает, почему все прогнозы господина Дуйко оказались недостоверными. Я ответил на этот вопрос. Его можно найти у меня на видео в одном из своих семинаров. Поэтому вы можете перейти и посмотреть, почему я сказал, почему сказал как-то не так и что меня заставило это сделать. Задайте себе вопрос, почему я работаю с руководителями этой страны? Правда, почему я работаю с руководителями этой страны? Я с ними работаю уже много лет. Скажите, платили бы они мне за то, что я с ними работаю? Ответ такой: нет. Тогда те прогнозы, которые я даю им, правдивые. Еще пока все, слава богу, хорошо. Ну а что сказать вам? Ну ладно. Но за господина спасибо. Елена Кудима, спасибо. После омикрона, осложнение печень поджелудочной ЖКТ. Ого, пока были ваши препараты Битулин, Лунглин, Прокшалан, прямо очень хорошо чувствовала себя. Сейчас время, когда можно очень улучшить свое самочувствие. Ешьте крыжовник, ешьте черную смородину, прямо ешьте чернику, пейте березовый сок, заваривайте листья ивы. Высушите листья шелковицы. В случае, если у вас сахарный диабет, возьмите листья клубники, листья черной смородины, листья козлятника, если найдете такую траву. Можно еще и листья черники насобирать. Возьмите такие листья, высушите их, желательно не на клеенке, а высушите, сейчас же жарко, высушите их. Ну, можно на газетке или на холщовой ткани, и на любой ткани можно. И после чего, когда высохнут, смешайте между собой, перемелите и принимайте сколько угодно, хоть целый год. Это снизит у вас глюкозу. Если сейчас будете кушать, крыжовник улучшит состояние желудка, улучшает состояние иммунитета. Но самое приятное в крыжовнике, что он в тибетской медицине называется
богатый Мирабалан. То есть его считают одним из самых значимых, прямо каких-то гениальных, прямо каких-то мега-мега препаратов. Он является одним из веществ, которые добавляют в специальный состав этого болюса или шарика вечной жизни. Такое тоже есть. Там из растительных идет крыжовник сушеный, но только очень спелый. Ну ладно. Так. Омикрона. Мария Унилас. Андрей Андреевич, что посоветуете из ТФ при автоиммунном синдроме Шегрена? Спасибо. Синдром Шегрена — это когда пересыхает все, вся соединительная ткань. Почему это происходит? Это происходит на фоне проблем печени и на фоне проблем витаминов. Это витамин В1, В6 необходимо принимать, можно еще В5 по одной таблетке 3 раза в день. А также принимать кверцетин для удаления аутоиммунного процесса или улучшения иммунитета. Но нужно знать, по моему мнению, синдром Шегрена является следствием вирусного токсоинфекции, либо грибковой инфекции. И первое, и второе, и третье можно решить в случае, если использовать увеличенный прием с водой лизоцима. Увеличенного приема с водой лизоцима. Принимайте кверцетин, витамин В1, В6 и воду. Можно еще воду с антитоксом и лизоцимом совместно. Если это принимать, то будет эффект быстрый. Сможете это увидеть. Скажите, пожалуйста, можно ли поднять очень низкий гемоглобин? У моей мамы, как вы советовали, даю ей таурин, цитрат кальция, бирол перестала давать. После него было странное состояние, бредила, может быть. Итак, бредила, потому что очень поднялось давление, скорее всего. Итак, гемоглобин является белком, который выделяется нашей печенью. Смотрите, как это происходит. Эритроциты, они являются клетками крови, которые вырабатываются в костном кровяном мозге, костном мозге. Когда эритроцит попадает в кровь, он должен на себя одеть белок, который должен прикрутить к себе кислород. Вот этот белок, он вырабатывается печенью. И любые проблемы с низким гемоглобином — это часто проблемы печени. Именно поэтому для улучшения работы печени необходимо принимать препараты. Первое — очищающие печень. Второе — стимулирующие печень. Какие это препараты? Препараты, очищающие печень — это горечи. В моей компании это Амарум Дуйко, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. А препараты, стимулирующие печень — это бетулин. 1 таблетка 2 раза в день. Или тантал. Тантал, кстати, он на основе тибетской медицины сделал. Его особенность — это геронтологическое влияние на печень. То есть он восстанавливает гепатоциты нашей печени. Великолепный препарат, очень хорошие результаты по нему. Здравствуйте, Андрей Андреевич, вашей консультации. Подскажите, можно ли ребенку в 9 месяцев давать творожок с лимоном и сыровариванием творожка? Конечно, совершенно безопасно. В 9 месяцев вообще все можно давать. Вообще это возраст, когда он должен кушать уже и мясные перетертые продукты, и должен там даже красную икру можно давать. Безопасно вообще. Что это вы ничего не даете? Здравствуйте, что можно делать для роста ресниц и их густоты? Поможет мой препарат, называется Мускус. Вот так он сейчас выглядит, и так он дешевый. Берете его вот так, намазываете. И... Это делается из вещества, которое выделяет бобер, да. И мы не убиваем, мы собираем это в Сумской области. В этом году в заповеднике ничего не собрали, потому что там русские оккупанты бомбили и нападали, и разрушили инфраструктуру. Все заминировали, и там сейчас очень опасно
гулять по этому лесу. Но, тем не менее, у нас этого хватит еще на время, когда это все разминирует, и мы будем вновь собирать и помогать нашим бобрам отдавать нам мускус, а мы будем сохранять им жизнь и защищать их от охотников. Вот. Я очень люблю бобров. Ага, сын машет, конец. Итак, экспресс-ответы. Болят мышцы в левой ноге между тазобедренным суставом и коленом. Прикладывайте компрессы из соленой воды на ткани и большим слоем бешофит. Купите бешофит в интернете, прикладывайте бешофит і прикладывайте соленый компресс. Уберет. Підскажіть, будь ласка, чи можна позбутись камінця розміром 48 в жовчному міхурі без операції? Якщо можливо, яким способом? Каждый день выпивайте начните по чуть-чуть яблочного уксуса. 1 столовая ложка яблочного уксуса на 1 стакан, 2 стакана воды. Принимайте это, а еще лучше, если яблочный уксус чередовать с соком яблока. Можно сладкого, но пейте по чуть-чуть, потому что яблоки очень влияют. Также заваривайте и пейте по чуть-чуть шиповник. А также мой препарат Лунглин и Амарум Дуйко. Далее. Можно, конечно, 48 миллиметров это немного. Это немного, это полсантиметра. Там наши желчные протоки, они могут через себя пропустить и 3 сантиметра. Не стоит этого бояться. Добрый вечер. Мамы, сильная слабость, ухудшилась память, ничего не хочется делать, страх, что ей можно попринимать. Найдите цинк содержащие препараты. Также начните давать ей гинкобилоба. Также помогут такие травы. Бессмертник, березовые почки, ромашка, зверобой. Можно еще использовать аир. И можно использовать еще не обязательно лист шелковицы. Все это в сухом виде перемешайте в равных пропорциях, перемелите на кофеморке, заваривайте 1 столовая ложка на стакан воды, давайте 1, 2 или 3 раза в день. Дальше астрагал. 1 чайная ложка на пол-литра воды. Можно давать такой чаек. Из моих препаратов хорошо поможет алгоцин. 1 чайная ложка на стакан воды исключительно после приема пищи. А еще можно без воды, тогда работает лучше. Также препарат кверцетин, препарат L-триптофан и мнемонорм. Ну и любые препараты цинка. Доброго дня, Андрей Андреевич, ваши горечи какие-то классные и сладкие. Нет, там нет сладкого ничего, там горячавка, полынь, там находится зверобой, они ну еще мята, правда, находится. Там находится еще кошачья мята. У меня на сгибе мизинца и левой руки снаружи как будто маленький мозоль. Что это, как избавиться? Берете спичку, зажигаете ее, держите ее возле пальца вот так, тушите и вот этим черненьким прикладываете. Делаете или берете 40 спичек, откладываете и делаете так 40 раз. Сделайте это 1 неделю и мозоль исчезнет. Как это работает, знаю, здесь рассказывать не буду. Ну что, а теперь небольшая еще консультация. Хочу провести небольшую презентацию своих новых чаев в новой упаковке. Это вот такие чаи, о них тоже бы хотелось несколько слов сказать. Первый чай называется Франгул. У вас есть проблемы, есть запоры. У кого появляется желчекаменная болезнь? Она всегда появляется у людей, у которых есть запоры. Те, которые хотят худеть. У тех, у которых низкая кислотность желудочно-кишечного тракта. Есть запоры, пейте уксус. Есть запоры, пейте соду. Есть запоры, поможет мой препарат. Но он не только поможет, он уберет запоры и вылечит вас от запоров. Но в случае, если у вас будет кислота на протяжении дня. Какая? Бетаиногидрохлорид. Пейте бетаиногидрохлорид утром. Или аскорбиновую кислоту утром, или съедайте 1-2 дольки грейпфрута, там есть и аскорбиновая кислота в том числе, тогда не придется ничего делать. И принимайте данный препарат. Он продается и выглядит в середине вот таким образом. Открываем его. Ого! Открываем его, а здесь упакованные пакетики с чаем. Видите, упакованы. Ой, как вкусно пахнет. А пахнет оно чем-то ягодным. И данный чай, 1 или 2, сколько там пакетиков находится? 30 пакетиков, как раз на 30 дней. 1 раз в день утром принимается 1 пакетик. Можно заваривать его повторно. И как раз 30 дней, на 30 дней. Далее, второй чай называется Цампа. О, это мой любимый чай. Я очень люблю кофе, но мне, к сожалению, кофе нельзя.
Дело в том, что в Тибете очень используются широко определенные знания тибетской медицины. И там говорится, что в случае, если у человека есть любые заболевания желудка, эзофагиальный рефлюкс, неспецифический язвенный колит, холецистит, там что угодно, то они рекомендовали это все лечить особым видом ячменя. Что мы сделали? Мы полностью повторили данный рецепт, и здесь находится порошок, который сделан путем обжаривания данного ячменя. Он маленького размера, такой культивируется у нас тоже в нашей стране. Называется рамс или римс, не помню. И данный ячмень вот в такой форме мы собрали, или для нас приготовили, и мы сделали из него вот такой препарат, он называется цампа. Цампа. Это своего рода кофейный напиток, но его преимущество в том, что в нем находится и витамин В1, и В5, и В6, и У. Таким образом, принимая данный кофе хоть 5 раз в день, вы справитесь с тем, что называется заболевание желудочно-кишечного тракта. От запоров, для похудения, от заболеваний поджелудочной железы и так далее. Чай цампа. Он здесь порошкообразный, его можно пересыпать в банку, чайная ложка на стаканчик с водой горячей. После этого принимать. По вкусу, ну, как по мне, то вкуснее кофе. Как по мне, вкуснее. Но я могу сказать, что кофе мне нравится, потому что кофе стимулирует, а чай цампа нравится мне пить на ночь особенно, потому что после него очень хочется спать. То есть можно сказать, что он имеет седативное действие, успокаивающее, хотя по вкусу как кофе. Вкуснее. Гастронорм. Убрать высокую кислотность в случае, если есть язва двенадцатиперстной кишки, поможет гастронорм. И при всех видах токсикоинфекции, бивентон. Бивентон это чай, который сделан из кошачьей мяты и, как же она называется, эти цветочки кактуса, опунция, вот. Кошачья мята и опунция способны, в народе говорят, способны решить проблему мочекаменной болезни и растворить камни. Идет у нас 200 грамм, такая вот тяжелая упаковка, и чай здесь, я так понял, его насыпали, и он там, наверное, у нас россыпью. Почему не в пакетиках? Нужно... Ага. Да, он здесь идет россыпью, вот так это все выглядит. Заваривать 1 чайная ложка на стакан воды, пить этот чай как можно больше на протяжении дней, он растворяет камни в почках. Вот этот чай я сегодня и буду пить вечером. Спрей профілактиці сольового діатезу та утворення каменей и песка в нырках. И сегодня, как бы в завершение всего, хотелось бы сказать об одной вот такой интересной идее. Сегодня я вычитал в одной книжке, которая связана с психологией, психиатрией, интересные исследования французского ученого. Прочитал я это в научном журнале таком, который посвящен опорно-двигательной системе, и он провел исследования людей, которые имеют избыточный вес. И он гипотетически предположил, что избыточный вес может являться проблемой неправильной осанки. После чего он предложил людям, у которых есть избыточный вес, делать одно упражнение, это качать 1 минуту вот так голову влево-вправо. И при этом, когда ходит человек, то максимально прижимать подбородок к своему яблоку, да, как это называется. То есть максимально прижимать подбородок. То есть если он говорит, что если человек прижимает вот так максимально, расправляет плечи, прижимает подбородок и таким образом ходит на протяжении 10 минут, то это может позволить ему изменить осанку и снизить вес. Я сказал всем своим знакомым. Они начали ходить по вечерам, гуляя с собаками и прижимать подбородок. И что вы думаете? Многие из них начали уменьшать вес. То есть они делают 10 минут вот так, ну там меньше. После этого идут гулять, прижимая подбородок. Выглядят они ужасно, потому что у всех там, но говорят, особенно понравилось там одного мужчины, он такой полный очень, он говорит, надо же, да, я действительно начал ощущать мышцы в прессе, как это может вообще быть, начала появляться крепатура, начали болеть мышцы на спине и так далее. Я говорю, Петя, все хорошо, это вот так работает.
Поэтому поддержим эксперимент этого человека для того, чтобы потом сказать, это правда или неправда. А я, в свою очередь, могу сказать, что это гипотеза, экспериментальная гипотеза, ничего не утверждающая, ну и ничего от нас и не требующая. Поэтому, если у вас есть избыточный вес, давайте проверим и потом скажем, работает такая гипотеза или нет. Ну что ж вам сказать, будьте здоровы и до свидания. Славик! Слава! Слава! Не слышит, на улице сидит. Ага, смотрите, вот здесь указан сайт tfduyko.com и номера телефонов в случае, если вы решили приобрести те препараты, о которых я сегодня говорил, и вам очень хочется прямо сейчас начать свое лечение, вы можете перейти на наш сайт или напрямую связаться с нашими операторами и приобрести прямо сегодня препараты. Перейдя на наш сайт, вы удивитесь, потому что прямо сегодня у нас идет огромная акция. Эта акция, скидка минус 20% на пакет препаратов, которые посвящены работе и лечению заболеваний желчекаменных и желудочно-кишечного тракта. Поэтому будьте здоровы, а мы в свою очередь будем стараться делать все для того, чтобы у вас это